Итак, друзья, всем снова привет на канале Мото с того бока. Сегодня будем заниматься вот этим красавцем красным Минск 6-вольтовый 75-го года выпуска. Вкратце о работах. Заменим троса, трос сцепления, трос газа, наверное, не получится. Здесь стоит короткоходная рукоятка газа. Видите, здесь сколько всего газа. Ну, он, по-моему, и в хорошем состоянии. Далее заменим воздушный фильтр. Он уже пришел в негодность. Это раз. Второй момент, то что здесь вот крепление, видите, как реализовано с помощью такой резинки. Вот. Сейчас я проверю, если он будет новый фильтр хорошо, удобно зажимать, то мы оставим и ее. Если же нет, то переделаем. Переделать я хочу следующим образом. Видите, тут он испорчен. Я хочу сделать шпильку сквозную на М6 с резьбой. И здесь отверстие. И просто гаечкой поджимать его. То есть поставили, поджали аккуратно, чтобы не было подсоса, грязи. Вот. Разобрать нужно карбюратор, сделать ревизию, потому что, скорее всего, он забит полностью целиком. Отстроить зажигание и потом уже перейти к настройке сцепления. Но настройку сцепления полностью мне не удастся сделать. Здесь я снял цепь, изношенная звезда, цепь нестандартная, переваренная, под неизвестный шаг цепи. Ну вот такие вот планы. Задние колодки там тоже требуют переклепывания, накладок, потому что найти запчасти на этот мотоцикл мне толком-то не удалось ничего хорошего. Все, поехали. Так, друзья, ну что, снял я фильтр, точнее корпус фильтра. Видите, в каком он состоянии. Здесь вот порван. А здесь дырка. Естественно, все это вот еще одна. Через это все сосало грязь в поршневую. Это раз. Ну, такие вот крючки самодельные были, из спиц сделаны. И вот с помощью той резинки это все дело зажималось. Плюс сам фильтр вот такого плохого вида. Это один момент. Мы будем ставить новый фильтр РС и новый корпус. Здесь нет никаких отверстий, я проверил, все герметично. Вот, все супер. Сделаем крепеж, то есть шпильку напрямую через уплотнительные шайбы с паранита, я думаю. Вот, и все, фильтр одели, гаечку подвернули, можно барашка сюда такой купить, и все будет удобно меняться быстро. Так, это раз. Дальше по поводу карбюратора. Здесь не знаю, что это такое. Короче, там все плохо. Сейчас при вас куда-нибудь это выльем. Видите, да, что произошло? Стояла вода в карбюраторе, наверное, несколько лет. Отложения очень жесткие. Главный топливный забит. Проковырять очень трудно. Это все нужно отмывать. И состояние самого карбюратора. Опять же, уровень неправильный. Иглу, это все мы проверим. Все, пока так. Продолжаем дальше. Так, ну то, что там жиклеры были забиты, вы видели, да? Я такие вот самые интересные вещи показываю. Вот смотрите, эмульсионная трубка. То есть я ее тросиком даже не могу протолкнуть. Аккуратненько тут. Видно, да? Сколько грязи. Кошмар. То же самое здесь. Ну, это уже половина продукта. Ладно, работаем дальше. Начал отмывать. Увидел вот такую беду. На камеру трудно. В общем, пробит вот здесь вот
из-за того, что подгибали язык, там жидкость. Вон, видите? Так, поплавок пробит. По карбюратору все остальное восстановлено, отмыто. Можно было бы ставить обратно, если бы не поплавок. Будем покупать. Так, ну что, моторная цепь изношена очень сильно. Прямо ее можно соединить. Это не самое страшное. Страшно то, что корзинка вот так вот делает, смотрите. Я надеюсь, что тут просто открутилась гайка. Но сейчас разберем, будем смотреть. Вот этот вал нужно будет заменить. Ну, вперед. Вот видно, да, насколько большой износ, что он начал даже жрать вот этот металлический диск.
Так, снял я окончательно съемником шестеренку, но тут другая проблема. Смотрите, я думал, проблема со втулкой, но нет. Видите, какой люфт? Сейчас попробую поближе показать. Вот так, думаю, будет видно. Смотрите. Это похоже на подшипник, я думаю. Плюс тут увеличенный зазор в коробке передач. Слышите, какие звуки? Причем подшипники на валах меняли. Картер, когда вскрывали последний раз, непонятно, почему коробку не перебрали. Очень странно. Также, вот, слушайте. Сейчас микрофон поближе. Минуту. Вот этот звук связан с тем, что либо коленвал, что похоже, либо зазор палец поршень. Ну, звук неприятный. Ездить такой мотор будет, но будет греметь. Вот такие вот новости.